Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня я расскажу вам про первую по-настоящему профессиональную камеру Olympus в системе Micro 4 третьих. Вы давненько уже просили сделать меня обзор на OMD и M1. Да, и для меня, в общем-то, камера достаточно важная. Я, можно сказать, ее даже люблю. В свое время первая единичка Olympus довольно позитивно повлияло на меня вообще в целом. Я неспроста же соскочил с зеркального полного кадра на вот этот дважды кроп, да потому что не в размере сенсора счастья. Можно, если руки не с жопы, прекрасно себя чувствовать и на камере с кроп-фактором 2, творить и получать от нее удовольствие. Пока несчастные долбоебы орут, что Micro 4 третьих мертва, нормальные люди совершенно спокойно пользуются наряду с камерами других форматов и других систем, и камерами также и на Micro 4 третьих. Я прекрасно понимаю, для чего мне нужны камеры Micro 4 третьих, для каких целей их использовать и в каких обстоятельствах они классно себя показывают. При этом у меня есть и полный кадр, и там APS-C камеры, и все на свете, какие только можно себе вообразить системы я перепробовал. И, наверное, я все-таки понимаю, о чем я говорю, а не просто сотрясаю воздух и говорю, что там какая-то система говно, какая-то хороша. Нет, в целом, в принципе, снимать можно на все, что угодно, но, тем не менее, вот именно Olympus и именно дважды кроп мне принесли немалое количество удовольствие. С обзором я как раз не торопился еще отчасти и потому, что мне хотелось поглубже разобраться как-то в вопросе, посмотреть, что вообще предшествовало, предыдущие какие были поколения у Micro 4 третьих и даже какие были искания еще в зеркальную эпоху, когда был формат просто 4 третьих. Да и вообще хотелось разобраться, какой философии придерживались участники этого союза коллабораций разных компаний, которые вместе создали совершенно новый формат. Именно поэтому у меня на канале недавно как раз появлялись обзоры на зеркальные камеры, как раз из нулевых, эти с ранними еще матрицами LifeMOS от Panasonic, к примеру, замечательный Olympus E330, у которого вообще-то у первого появился нормальный полноценный режим Live View. При том, что это была древнейшая зеркалка из 2006 года. Есть у меня на канале также и обзор на самую первую в мире беззеркальную камеру Panasonic Lumix G1 из 2008 года. И также есть обзор на самую первую камеру Olympus беззеркальную из 2009 года. Это Olympus IP1. Мне было просто интересно создать такую своего рода летопись, посмотреть как они технологически развивались, что ли, как вообще менялась их философия в перспективе. Ну а сейчас пришло время поведать о первой по-настоящему такой флагманской модели в системе Micro 4 третьих. Но пока мы еще не принялись камеру подробно разбирать, хочу напомнить, что все камеры, все объективы, любую технику, которая здесь обозревается, я покупаю за свой счет на свои деньги. Так что понимаете сами, что в данной ситуации у меня бюджеты не безграничны, и если есть такая возможность, и вам интересно то, что я делаю, можете поддержать канал на Boosty, ссылочка есть в описании, можете также по QR-коду тут выскакивающему перейти и там подписаться. Я на этом не настаиваю, это просто возможность меня поблагодарить или как-то помочь каналу в выживании. Давайте все-таки вернемся к истории, посмотрим, что же все-таки предшествовало появлению Olympus OMD и M1. К примеру, Panasonic сразу же с выходом G1 в 2008 году бросил все свои силы на то, чтобы делать только беззеркальные камеры, и стал эту технологию очень оперативно и шустро развивать. И серия G у них в большей степени сосредоточена на фотовозможностях. Серия GH, чуть позже появившаяся, стала делать гораздо больше упор на
видеовозможности. Еще позднее появилась серия GX. Это чуть более упрощенные такие модели, больше по дизайну, наверное, похожие на какие-то там дальномерки, может быть, или на их старые камеры, еще зеркальные с линзой Pora. Ну и самая простенькая была у них также серия, которую сейчас они, кстати говоря, упразднили. Это была GF серия. И еще одна тупиковая ветка у них была. Они сделали еще всего 2 камеры в серии GM. На GM1 у меня, кстати, обзор тоже есть. И технически можно сказать, что они некоторое время топтались на месте, что мне тоже, как и многим людям другим, не сильно понравилось, потому что они очень долгое время использовали достаточно слабенькую матрицу на 12 мегапикселов, которая зверски шумела даже на ISO 400. В целом, все вокруг этой матрицы круто развивалось, то есть технологически там все было очень наворочено, все прям вот все, что окружало эту матрицу, было прям очень хорошо, прям удобно, классно и замечательно, но сама матрица была очень слабенькая и не могу сказать, что сильно как-то конкурировать могла хотя бы даже с APS-C камерами какими-то. Olympus же до 2010 года выпускал также свои зеркальные камеры все еще на формате просто 4/3, и параллельно они уже с 2009 года стали делать свою серию Pen на системе микро 4/3. Это достаточно простые, компактные, маленькие, легкие камеры. У Pen тоже несколько серий, и P это самая такая удобная, наверное, с большим количеством, минимум с 2 крутилочками для изменения параметров, с таким большим количеством органов управления. Удобно, в общем. И PL или Pen Lite, они чуть попроще, крутилок чуть поменьше, но тоже достаточно на хорошем уровне эти камеры были изготовлены. К тому же у большинства из них, у этих моделей, еще экранчик тоже был откидной. Ну и самая простенькая серия это были IPM или Pen Mini. У меня на Pen Mini 2, кстати говоря, тоже есть на канале обзор. Можете его тоже глянуть, если интересно. Единственное, что я, наверное, на Pen Lite, на серию PL не снимал особо, на что-то снимал немножечко, но у меня большого прям опыта их использования нет. Возможно, я как-нибудь для обзора какую-нибудь поищу. Она все-таки довольно простенькая, эта серия. Но, наверное, EPL7 будет такой самый оптимальный вариант. Там достаточно уже хорошая матрица, мощный процессор и камера хорошо, качественно собрана. И если совсем кратко и как-то без особых усложнений, наоборот, сильно упрощая, то большинство простых пользователей полюбили систему микро 4/3 и их вот эти маленькие камеры за их как раз таки компактность, легкость, простоту, удобство и часто доступность. Ну, а грозные профессионалы, точнее говоря, обоссанные бомбилы, которые снимают там всякие свадьбы, крещения, похороны и другие какие-то обряды, вот эти вот придурки, они, естественно, все время говорили про то, что здесь нет бакешки, про то, что здесь нельзя задрать ISO до каких-нибудь заоблачных величин. Ну и, конечно же, вот это их кудахтание, оно не беспочвенно. Справедливости ради, действительно стоит сказать, что у системы микро 4/3 поначалу была только контрастная система фокусировки, не самая расторопная. Естественно, ты особо не побомбишь на свадьбе, если у тебя камера долго фокусируется. Это, в принципе, понятно и очевидно. Не знаю, правда, зачем усираться и говорить, что система чем-то хуева, если другие люди используют ее для других целей. Они снимают орущего младенца в купели какой-нибудь или не снимают, как какой-нибудь поп венчает молодоженов в очень темной церкви. Ну и, на мой взгляд, настоящим таким поворотным моментом стало появление в системе камеры Olympus OMD EM5. Дизайн у камеры был похож на классические пленочные камеры из серии OM. При этом корпус имел влагозащиту. Была там встроенная 5-осевая система стабилизации, которая на тот момент была самой лучшей на свете. То есть она прям реально очень впечатляла. Но что самое главное, здесь появилась новая матрица, абсолютно новая, на 16 мегапикселов. И она обладала и отличным уже по тем временам динамическим диапазоном на базовом ISO, и не особо-то шумело даже на ISO 800,
что очень хорошо. Единственное, что, конечно, она была еще со сглаживающим фильтром, что не очень хорошо. А вместе с камерой в 2012 году как раз появился отличный, очень интересный влагозащищенный кит 12-50 мм, на который, кстати говоря, на канале у меня тоже есть обзор. Он, я считаю, что незаслуженно забыт. Конечно, да, он не настолько крутой, как 1260 от Panasonic, который вышел значительно позже, там, когда в 2016 что ли году. Но он и стоит в 2 раза дешевле на вторичке, например, да и, в общем, он не сильно хуже. Некоторые скептики, конечно, восприняли появление этой новой камеры как, ну, такой просто распухший, обросший каким-то технологическим мясцом пен, который вынесли в отдельную серию чисто по маркетинговым соображениям. Но кто-то достаточно серьезно отнесся к тому, что произошло, и понял, что система Micro 4/3 заслуживает настоящего внимания, и к ней нужно относиться уже более серьезно. Первой камерой в системе Micro 4/3 для меня стал Olympus IP5. Это, по сути, была чуть более упрощенная модель с тем же набором, в общем-то, характеристик, что и у EM5. Та же матрица, только с чуть более тонким сглаживающим фильтром, тот же процессор. В общем-то, вся техническая начинка внутри была идентична. Взял я этот пен как просто компактную дополнительную камеру, ну, чисто по приколу, потому что в основном я тогда снимал совершенно другие аппараты и тоже всерьез особо к нему не относился, просто как маленькое что-то какое-то дополнительное, такое вот, что будет сподручно с собой таскать, ну, чтобы не отягощать себя. Да так в итоге он мне понравился, что я вдруг подумал, а почему бы мне все свое вот это вот зеркальное, да еще и полнокадровое говнище взять, да и не слить, и не купить себе что-то более серьезное в этой системе. То есть я тогда продал, помнится, полнокадровую Соньку А850, объективы 51.4, 85 1.4 и еще какую-то хрень. Короче, все это слил и вместо этого вот барахла купил себе отличный флагман Olympus OMD EM1 в 2013 году, про который сегодня мы как раз с вами и будем разговаривать. Ну и давайте уже приступим. Для начала посмотрим, как эта камера чудесная управляется. Хоть камера и стандарта Micro 4/3, но это все-таки флагманская модель, поэтому она не то чтобы маленькая, но все равно легче и меньше даже самых компактных зеркалок с APS-C матрицей. Весит 500 граммов. Для дотошных, хорошо скажу, 497 граммов. Естественно, корпус здесь сделан из магниевого сплава, и у него топовая пылевлагозащита. Качество настолько крутое, что вот этой камере почти что 10 лет, и у нее пробег 100 тысяч кадров. А на корпусе лишь имеются какие-то незначительные потертости на гранях, ну совсем малюсенькие. И даже резинки, которые здесь повсюду есть, нигде не отошли. Хват у камеры отличный, но для моей руки все-таки немного маловат. У меня немножко провисает мизинец. Ну, в целом он ложится нормально, но чуть-чуть провисает. Поэтому я все-таки использовал чаще камеру с батарейной ручкой. Тут вот заглушечку убираешь резиновую с контактной площадки. Прячется вот сюда она, чтобы не потерялась прямо в ручку. И затем просто-напросто прикручивается вот так вот. Все очень просто и удобно. Для меня у этой камеры хват был маловат, поэтому с ручкой камера, конечно, становится еще больше, более здоровенной, но зато держать ее прям становится просто сверх-супер невероятно удобно. У последующих, конечно же, Олимпусов флагманских эту проблему решили, там ручка стала значительно шире, и мизинец там уже не провисает. В этот батарейный блок HLD7 помещается также еще одна дополнительная батарейка, вот сюда вот. Ручка также довольно крупная, отлично подходит для того, чтобы делать вертикальные снимки. Хват с ней тоже замечательный, она полностью дублирует все основные органы управления, и, естественно, ее можно здесь вот заблокировать или разблокировать, ну, от случайных нажатий на всякий случай. Также у нее есть еще две дополнительные функциональные кнопки. Но давайте пока что бадблок снимем, поговорим лучше про то изобилие органов управления, какое есть у этой камеры. Начнем, пожалуй, спереди. Помимо кнопки байонетной фиксации,
Тут еще две программируемые кнопочки имеются. У них отличается текстура, не текстура, в смысле, они по-разному ощущаются тактильно, то есть одно углубление, другая выпуклая, то есть их сослепу не перепутаешь. И они расположены так, что случайно их не нажмешь, в отличие от, например, обоссанного Nikon Z5, где они настолько близко к кнопке у него находятся, что ты, когда камеру просто в руки берешь, случайно на эти кнопки нажимаешь, это полная херня. Что занятно, тут имеется и синхроконтакт под заглушкой. Я даже как-то по приколу подключал какую-то древнюю вспышку на проводке. Сверху слева выступает такой цилиндрический бугор. На нем находится рычажок включения. Он повернут внутрь, а не наружу. То есть случайно ты его опять же не нажмешь. Я не очень люблю, когда камера включается так, что нужно задействовать вторую руку. У Canon такая же история. Но к этому, в общем-то, тоже можно привыкнуть. Сверху тут две кнопки, которые дают доступ сразу к куче настроек. Спереди это протяжка, автоспуск и HDR. Тут же, кстати говоря, выбирается и тип затвора, можно выбрать между обычным и электронным. Ну а HDR я не юзаю, я ж не пидор. Вторая кнопка — это выбор типа фокусировки и типа замера. Причем тут даже есть вполне себе рабочий следящий фокус. Все-таки это первый Olympus с фазовыми датчиками на матрице. Но помимо стандартного набора замера экспозиции, тут есть еще и точечные по светам и теням. Ну, например, снимаешь ты в театре или балет, а там прожекторами подсвечиваются артисты. Вот и можно сделать так, чтобы только по ярким местам мерил, а не пыжился, пытаясь высветлить темноту. Тут есть нормальный горячий башмак. Встроенной вспышки нет, ибо это не профессионально. Но в комплект клали мелкую вспышку, которую я, конечно, благополучно проебал. Еще под башмаком есть странный интерфейсный разъем, от которого Olympus в последующих моделях, к счастью, отказался. Ну а дальше у нас тут есть два очень крутых колесика для изменения параметров с очень четкими щелчками, с очень крутой насечкой. Ни в коем случае не скользят никоим образом, ни голыми руками, ни перчатками, когда ты крутишь. Никакого скольжения или промахов не может быть. Сейчас у меня камера стоит в приоритете диафрагмы. Передняя как раз меняет диафрагму, а задняя отвечает за экспокоррекцию. Но тут еще есть крутой рычажок для быстрого переключения их функций. Это так называемая система 2 на 2. То есть тут в первом положении диафрагма и экспокоррекция, как я сказал, а во втором, если переключить, баланс белого и ISO. Причем, если тебе не нравится включать камеру рычажком слева, можно перепрограммировать включение камеры на этот рычажок, если тебе удобнее, чтобы было все только справа. И вот такая вот мощная кастомизация повсюду у этой камеры. В середине рычажка находится кнопка AL, AFL. Сверху также есть две программируемые кнопки. Ну, вернее, одна из них по умолчанию видео, но тут видео такси, поэтому я просто повесил на нее другую функцию. Если что, тут можно, в общем-то, все кнопки перепрограммировать, как тебе угодно. Еще одна программируемая кнопка тут находится на скосе выступа под большой палец. Я на нее повесил быстрый доступ к ISO. Ну, а дальше тут все без сюрпризов, достаточно стандартно. Крестовина с кнопкой ОК в середине, которая вызывает быстрое меню. Просмотр, удаление, меню обычное и инфо, которым можно включить отображение всех параметров, как на какой-нибудь зеркалке, кстати говоря. EV тут имеет разрешение 2 360 000 точек, правда всего лишь 60 FPS, у последующих флагманов Olympus уже было 120. Слева от видоискателя диоптрийная коррекция и кнопка управления. Также здесь отличный откидной экран. Дисплей здесь на 3 дюйма и миллион точек. И он, естественно, конечно же, сенсорный, кронштейн, достаточно мощный, прочный. Я думаю, что такой сложно сломать достаточно. Справа у нас имеется отсек для карты памяти, всего лишь для одной. Но крышечка тут, конечно, мощная и также с толстой резинкой. Слева спрятаны интерфейсные разъемы под резиновыми заглушками. И тут, конечно, вот спорное решение, потому что ты не можешь их открыть, пока не отодвинешь немного экранчик. То есть их реально нельзя открыть, пока экранчик не отодвинешь. Есть тут, как видите, полноценный джек для микрофона, а также micro HDMI сверху и дурацкий проприетарный USB, который Olympus 100 лет использовал. Хорошо, что они от него отказались и уже в следующей единице перешли на богоугодный USB Type-C. И под, опять же, очень крутой заглушкой, отлично прорезиненный, отлично защищенный, находится аккумулятор BLN1. Хватает его, правда, как заявлено, реально на 300-350 фоток. Это очень мало. Хотя, с другой стороны, я постоянно юзаю камеру с бандблоком, так что если умножать на 2, то уже вполне окей.
У EM1 наконец убрали сглаживающий фильтр с матрицы, и теперь прирост резкости произошел не только номинальный за счет просто банального увеличения мегапиксельности, но и за счет того, что теперь фактически стало разрешение выше, потому что ничего уже не мешало. При этом процессор, к сожалению, не всегда вывозит, и иногда в некоторых ситуациях можно получить все-таки ощутимый и заметный муар. Благодаря высокой детализации, большой глубине резко изображаемого пространства и замечательному абсолютно пятиосевому стабилизатору камера прекрасно подходит для съемки пейзажей, особенно если ты не хочешь утруждать себя тем, что ты будешь таскать с собой штатив. Также благодаря вышеописанным свойствам, то есть грип, резкость и хорошая стабилизация, на камеру получаются очень хорошие макроснимки. Сам я, конечно, далеко не мастер макросъемок каких-то, но вот на своем таком любительском уровне даже я вижу, что, во-первых, тебе не надо прикрывать настолько сильно дырку, как на другой какой-либо системе тебе пришлось, потому что здесь просто грип банально больше. При этом у тебя, в общем, вся оптика фокусируется ощутимо ближе, чем если бы ты снимал на камеру с более крупной матрицей. К сожалению, режима High-Res у первой единички не было. Тогда, видимо, еще, может быть, не догадались, как это сделать. Но это когда матрица просто сдвигается 8 раз на полпикселя, такой вот делает круг, и у тебя за счет этого увеличивается мегапиксельность конечной картинки и разрешение многократно возрастает. Ну, зато через некоторое время с прошивками добавили поддержку электронного затвора, и это очень удобно, особенно при съемке стрит-фотографий, да и плюс лишний раз механический затвор у тебя не изнашивается, потому что считывание, в принципе, с такой маленькой матрицы довольно шустрое, какого-то серьезного эффекта роллинг-шаттера тут сложно получить, только если что-то уж очень быстро движущееся ты снимаешь. Людей на ходу, например, ты снимаешь, их не вытягивает, не корежит. То есть электронный затвор здесь уже вполне себе рабочий в 2013 году. Ну и понятно, что при съемке с электронным затвором камера звуков никаких не издает, только там стабилизатор чуть-чуть там что-то шушит, но это едва слышно, так что можно совершенно спокойно снимать людей без какого-либо лишнего дискомфорта с твоей или с их стороны. Несмотря на то, что даже камера все-таки относительно крупная, но у меня очень большое количество стрит-фоточек на нее есть. Можете полюбоваться. Фокус впервые у Олимпусов здесь стал контрастно-фазовый, 47 точек фазовой фокусировки были расположены, в основном, конечно, сконцентрированы по центру, ну, как-то так довольно сильно разнесены, ну, не вся площадь кадра, конечно, ими покрыта, но все равно за счет вот этих вспомогательных точек фокусировка стала значительно быстрее, ну, по крайней мере, все, что у тебя в середине, туда камера фокусируется вообще прям мгновенно, без каких-то там запинок или раздумий и гоняний линз туда-сюда, то есть нажал, все, сразу же сфокусировалось. При этом, конечно же, и следящая фокусировка стала значительно точнее, лучше, шустрее и так далее. А еще через переходник стало возможно использовать оптику от Олимпусов, еще зеркальных, из системы просто 4/3. Потому что там было очень большое количество интересной, классной, крутой до сих пор
оптики, которую, если ты через переходник ставишь, то у нее на первой единице начинает вполне корректно работать автофокус за счет фазовых датчиков. Ну а с современной же оптикой, конечно, прекрасно работает автофокус в самых разных режимах. Может быть, конечно, там трекинг не совсем безупречный каких-то объектов, особенно, да, там спорт какой-то, может быть, я бы и не смог поснимать на суперпрофессиональном уровне. Возможно, брака было бы побольше, чем хотелось бы. Но, например, для какой-нибудь портретной съемки очень удобно, потому что здесь есть прекрасная система фокусировки по лицам, по глазам. Камера всегда без каких-то косяков фокусируется на ближайший глаз. Я всегда в автоматическом режиме это все выставлял. Никаких ошибок никогда не было. Алгоритмы просто хорошо очень отрабатывают. Снимать одно удовольствие, что студийные какие-то бьютики, да, там на прикрытой диафрагме, что на открытой диафрагме, совершенно в неконтролируемых условиях освещения. То есть камера ведет себя предсказуемо хорошо. Также я не поленюсь потыкать носом дебилов, которые орут, что на микро 4 третьих нет какого-то размытия или бокешечки так называемой. Ну, во-первых, бокей — это самый простой и тупой способ выделить объект в кадре, потому что все-таки лучше это делать за счет каких-то цветовых решений, за счет геометрии, за счет каких-то смысловых, может быть, вещей, а не просто сделать в резкости посередине чью-то рожу, а все остальное сделать в мыле. Это тоже нормальный, в общем-то, художественный ход, но постоянно на него опираться — это довольно странно. Ну, а во-вторых, размытие заднего плана на микро 4 третьих еще как есть. Ведь оно зависит далеко не только от размера матрицы, как принято полагать дебилами, как я уже сказал. А зависит это размытие от целого ряда характеристик, таких как светосила твоего объектива, фокусное расстояние этого объектива, а также из соотношения расстояния от самого фотографа, объекта съемки и заднего плана. Так что имейте в виду, если вдруг вы услышите в каком-то диспуте, споре или разговоре просто банально о фототехнике, что тебе, ну вот кто-то говорит, что один из доводов, почему он не хочет микро 4 третьих использовать, или почему она мертва, как говорят, что там нет бокешки, сразу понимай, этот человек дебил, долбоеб, скорее всего, не умеет вообще фотографировать и просто бездарь. И, кстати, как вы можете видеть на некоторых примерах, новая матрица из 2013 года не очень-то и шумит на высоких ISO, потому что здесь уже вполне рабочие ISO 800, до них можно смело поднимать и вообще горя не знать. Даже на ISO 1600 некоторые кадры у меня хорошо получались, но здесь, опять же, если хорошо свет был поставлен и как-то тебе повезло с освещением. То есть, если ты правильно проэкспонировал, то на 1600 ISO шума какого-то прям удалого не найдешь.
Но по факту в большинстве случаев какие-то сценарии, которые вынуждают тебя на других системах задирать ISO, это как минимум желание оставаться в рамках такой выдержки, при которой у тебя не произойдет смаза, когда ты фотографируешь. На Олимпусе же стоит просто божественный стабилизатор, на который ты можешь совершенно без каких-то зазрений совести делать на выдержке в 1 секунду снимки без смаза. То есть, чувак, зачем тебе поднимать ISO, если ты можешь в тех ситуациях, где ты не снимаешь что-то динамичное, просто оставить его на базовом ISO 200 и снять с рук нормальный кадр. Да, на камеры Olympus можно снимать ночью легко и непринужденно, не используя при этом еще и штатив. Единственное, для чего, пожалуй, есть смысл использовать штатив, это режим Live Composite, который мне очень нравится. Это когда у тебя камера при заданных тобой параметрах заранее создает, по сути, мультиэкспозицию, но с регистрацией новой инфы только в цветах. Таким образом, можно снимать, например, целые гроздья салютов, не боясь того, что произойдет пересвет, потому что у тебя будут регистрироваться, накладываться только новые вспышки одна на другую, и при этом это будут уже разные экспозиции, и не будет большого какого-то пересвета, выбивания. Также этот режим прекрасно подходит для того, чтобы снимать, например, какие-нибудь фризлайты, когда люди там какие-то надписи пишут, рисуют что-то. Много разных применений у фризлайта. Я, опять же, не умелец в этой области, поэтому у меня примеров этого не будет. Единственное, для чего я, наверное, использовал такое, это съемка каких-нибудь трасс, шоссе, развязок, при которых у тебя треки от фар остаются, при этом у тебя нет какого-то пересвета всего остального вокруг. И также этот Live Composite можно использовать для съемки с использованием световой кисти, так называемой. Я, опять же, не смогу с вами поделиться примерами своих снимков. Может, там парочку каких-нибудь найду, достаточно безобидных, но в основном в этом режиме я, конечно, снимал нюдсы, поэтому YouTube такое не приветствует. К большому сожалению, выложить я это здесь не могу. И вот все, что я сейчас описал, это все добро отображается у тебя на экране в реальном времени, и ты можешь, ориентируясь на картинку, которая у тебя на экранчике отображается, сам прекрасно понять тот момент, когда тебе нужно остановить экспонирование. Кстати говоря, это работает и через приложение Olympus Share, то есть ты можешь это еще и удаленно делать, например, с мобильного устройства на экране глядя. Давайте поговорим про цвет теперь. Тема эта тонкая, дает она вкусовщины. Кому-то, например, по душе красные рожи, которые выдают Fujifilm, и говорят они, что так кожа и должна выглядеть. Честно говоря, я не думаю, что здорово, когда у тебя все люди выглядят как алкаши, зашедшие с мороза, не знаю, там в баню. Кому-то нравится слишком уводящая в холод картинка от ранних Sonic на CMOS сенсорах. У всех баланс белого как-то со временем изменяется. Он в основном, конечно же, в лучшую сторону. У той же Sony сейчас, года с 2018 у них на полных кадрах в принципе очень даже приличный стал баланс белого. Он очень редко тупит, бывает иногда какие-то косяки, но в целом там уже сносная картинка. А иногда бывает, что баланс белого наоборот деградирует, как у того же Fujifilm, про который я говорил. Уж какая у них охуенная картинка на камере, допустим, Fujifilm S5 Pro с матрицей Super CCD, и какое по сравнению с ней сейчас они делают дерьмо. Но стоит признать, что чуть более свежие камеры у Fujifilm, они уже видно, что какие-то улучшения у них происходят. Все последние камеры там
там 2020 года и вот этого вот уже ближайших прям пары-тройки лет, у меня уже меньше гораздо вопросов вызывают по балансу белого. То есть они все еще дурацкий цвет выдают, но уже все-таки видно какой-то прогресс, чуть получше становится. Опять же, я сейчас говорю про RAW-файлы, про то, как камера по умолчанию интерпретировала баланс белого сама по себе, основываясь на своих внутренних алгоритмах. То есть чисто по ее профилю я сужу. Естественно, понятно, что в RAW-файле я могу накрутить себе баланс белого, какой я сам захочу, все настроить. Но все-таки, наверное, лучше, когда камера сделала сразу все хорошо, и я не мудохаюсь часами, чтобы исправить ее ошибки, правильно? И я сейчас не говорю про какие-то убогие JPEG с пресетами под пленочку. Вот и у Olympus я видел самый разный цвет. Например, на ранних зеркалках их, когда они еще использовали CCD-матрицы от Kodak, он у них был не слишком реалистичный, такой тоже на вкус и цвет, честно говоря, уводящий в тепло, но довольно интересный на самом деле. На мой взгляд, наиболее красивый и приятный он у них был на ранних LiveMOS сенсорах от Panasonic, вот тот же Olympus E330, который я уже упоминал, просто супер классную картинку выдает, мне очень нравятся кадры с него, цвет прям красивый. Сейчас цвета у Olympus значительно более нейтральные. Конечно, глубин каких-то, как у того же Pentax, здесь нет. Все-таки RAW-файлы здесь 12-битные, но этого все равно хватает, чтобы выдавать более-менее качественную картинку. Серьезных ошибок баланса белого я тут, честно говоря, не ловил, разве что камера может при люминесцентных лампах немного странно себя вести, сделать какую-нибудь зеленую хрень вместо картинки. Да, такое бывало у меня пару-тройку раз, но при обычных там лампах накаливания, при дневном свете все более-менее нормально. В солнечную погоду камера не борется с теплыми тонами, а в, допустим, пасмурную погоду не уводит внезапно, например, в холодные какие-то тона. Также теперь стоит пару слов сказать еще и про динамический диапазон, потому что про шумы мы с вами поговорили, но про еще одно такое очевидное слабое место системы надо все же поговорить. Сейчас технологии на месте вообще-то не стоят, и уже динамический диапазон все меньше привязан к размеру матрицы. Ну, там все выходят из ситуации по-разному, кто-то там телефоны какие-нибудь, допустим, или камеры совсем уж мелкоматричные ловко лепят какие-нибудь HDR. Камера, кстати, Olympus тоже умеет HDR снимать, но я такой херней не занимаюсь. Мне достаточно глубин, которые есть в RAW-файлах. И даже у этой почти что 10-летней камеры от Olympus далеко не худший динамический диапазон на базовых ISO. Собственно, на ISO 200, если ты снимаешь, то динамический диапазон у этой камеры вполне соотносим с ее APS-C современниками. Конечно, в тенях здесь информации не так уж много, но зато есть заметный перекос в сторону светов внезапно. Пересветы тянутся прям очень хорошо. Ну, а если слишком рьяно пытаться вытянуть тени, то да, они очень скоро становятся шершавыми, в них появляется заметный яркостный шум. Ну и с повышением ISO, понятное дело, что возможности по настройке картинки прям резко снижаются. Ну, если немного подумать, то мы один хрен будем 99% кадров делать на ISO 200, так что большой проблемой это тоже, на мой взгляд, не является.
Olympus OMD EM1 – это замечательная камера, которая напичкана фотовозможностями, полна творческой энергии и до сих пор способна на очень многое. Из недостатков, которые меня реально взбесили, это вот маленький слишком уж хват, который вынуждал тебя использовать батарейный блок для того, чтобы у тебя пальцы не провисали и было комфортно использовать. Ну и размер все-таки самих батареек, которые здесь используются, все же как-то 300 фотографий с одной батарейки – это несерьезно для такой машины. Оба этих недостатка были решены в последующей модели флагманской OMD EM1 Mark II в 2016 году. Но до этого в OM серии выходила еще всего лишь парочка камер. Это, в общем-то, та же самая камера, только в уменьшенном корпусе OMD EM5 Mark II. Там, какие-то небольшие отличия были, например, там Hi-Res у нее, да, появился экран, был не просто откидной, а полностью поворотный. В целом, вот по начинке это та же самая камера. Также появилась и самая простенькая из этой серии камера OMD EM10 первой модели. На нее, кстати говоря, у меня тоже готовится сейчас обзор, про нее я потом более подробно расскажу. Когда вышла в 2016 году вторая единица, я ее тут же купил. Эта камера стала моей основной на ближайшие, наверное, пару лет, потому что, в принципе, мне она закрывала практически все нужды. У нее уже и хват стал значительно больше, никакие пальцы нигде не провисали, стало удобно пользоваться, батарейка стала объемистая, и плюс процессор стал гораздо более оптимизированный, поэтому этой одной батареечки хватало уже совершенно спокойно тебе на 700-800 кадров, как у какой-нибудь зеркалки. Матрица была уже от Sony на 20 мегапикселов, что, во-первых, и разрешение уже достаточно приличное, 20 мегапикселов и сейчас на большинстве камер, в принципе, для большинства нужд за глаза хватает. Плюс она, к тому же, стала еще меньше шуметь и стали гораздо более рабочими даже ISO 1600. А то, что практически все поле кадра стало покрыто 121 фазовой точкой фокуса, да еще и крестовой, естественно, улучшило очень сильно качество фокусировки. Скачок между поколениями был реально мощным. Про вторую единицу я, может быть, как-нибудь в другой раз более подробно расскажу. Если найдется у меня на это, конечно, время и силы. И так тут уже обзор у меня получился какой-то невероятно размашистый, длинный, с большим количеством лирических отступлений. Пожалуй, пора закругляться. Я надеюсь, что вам было интересно. Не забывайте ставить лайки, подписаться. Если можете финансово меня поддержать как-то и вообще, в принципе, поспособствовать развитию канала, то можете подписаться на Boosty. Спасибо, что смотрите, и пока.